Что же такое гиревой фитнес и чем он отличается от гиревого спорта? Как же выбрать гирю? Самая главная изюминка гиревого фитнеса — это вот такого хвата крепкого быть не должно. 4 базовых упражнения. Как удерживать гирю на корпусе. Друзья, всем привет! С вами Сергей Каширин. И сегодня мы поговорим о гиревом фитнесе. Что это такое, с чем его едят, кому он нужен и как начать заниматься. Он включает в себя как упражнения из гиревого спорта, так и всевозможные дополнительные упражнения из обычного фитнеса, которые люди привыкли выполнять, наверное, с гантелью, со штангой. Но на самом деле с гири можно выполнять любые упражнения, которые вы можете выполнить с выше озвученным железом. Кто может заниматься гиревым фитнесом? Да по сути все. Но есть категории людей, которым на самом деле этот вид спорта подходит больше всего. Ну, наверное, не вид спорта, а вид физкультуры. Возьмем, к примеру, пожилых людей, да? Ну, ни к чему уже поднимать тяжести, потому что суставы уже не выдерживают, здоровье не позволяет этим заниматься и не нужно этим заниматься. Оптимальный вариант для поддержания своего здоровья — это как раз легкие гири. 12-16 килограмм в домашних условиях, пожалуйста. Девочки, мальчики, дяди, тети, все, кто хотите. У кого не хватает времени на походы в тренажерный зал. Люди, у которых уже есть профессиональные спортивные травмы, и на самом деле им уже тяжело заниматься тем, чем они занимались ранее, нужно прийти к тому, чтобы просто поддерживать свое здоровье и закачивать эти травмы. Кстати говоря, врачи тоже, в принципе, зачастую рекомендуют работу с гирями, с небольшими весами для приведения травмы в порядок, залечивания, закачивания и так далее. Опять же, молодые мамы, сидишь дома с ребенком, да, ну, хочется позаниматься, хочется привести себя в порядок, пожалуйста, гирька всегда под рукой. Малышню спать уложили, взяли гирьку, 15 минут с ней позанимались. Все прекрасно. В течение дня можно даже несколько тренировок проводить коротких по 10-15 минут. А соответственно, что может дать гиревой фитнес? Это в первую очередь крепкое здоровье, это красивый атлетичный рельеф. Я сейчас не говорю об огромных мышцах, которые вы можете раскачать в спортивном зале, там, употребляя параллельно очень много еды, и не только еды, а всевозможных дополнительных препаратов, когда рука у вас достигает 50 сантиметров в объеме. Я думаю, нормальному здоровому человеку это в принципе не нужно и не интересно. Я говорю о нормальном, красивом, атлетичном теле, с которым вы можете гордо выйти на пляж в летний сезон, ну и в принципе подойти к зеркалу вам будет уже не противно. Как же выбрать гирю, с которой мы начнем занятия нашим любимым гиревым фитнесом? На самом деле все достаточно просто. Мальчикам обычно чаще всего подходит 16, девочкам 10-12 килограмм. Но, конечно, нужно учитывать ваши физические кондиции. Если совсем все плохо, и вы даже 10 раз не можете отжаться от пола, то лучше и гирьку взять полегче, килограмм 6-8, и начать заниматься с ней. Веса растут достаточно быстро, и после 6-8 килограмм прийти к 16 можно, там, я думаю, за 2-3 месяца. В гиревом фитнесе существует 4 базовых упражнения, с которых нужно начать освоение, собственно, самого занятия. На этих 4 упражнениях строятся все ваши комплексы. Вы соединяете их уже какими-то дополнительными элементами, может быть, даже более сложными элементами. Но первое, что нужно выучить, это эти 4 упражнения. Упражнение номер 1 – это мах гирей. Осваивать лучше начать, удерживая гирю 2 руками, потом уже переходить к одноручным махам. Здесь все очень просто. 2 варианта: силовой мах с одним подседом. В чем фишка? Уводим гирю вниз, 1 раз подседаем, потом за счет силы ног, за счет сокращения ягодичных мышц выталкиваем гирю перед собой. Если делаем второй вариант маха, это, так скажем, классический мах из гиревого спорта. Делаем 2 коротких подседа. Соответственно, когда гиря у нас уходит вниз, назад, за нас, да, за пределы тела, мы распрямляем ноги. В этот момент ноги немного отдыхают. Дальше мы их заряжаем и снова выталкиваем гирю.
Этот мах более аэробный. Он, наверное, больше напоминает пробежку, потому что силовой мах, он быстрее закислит ваши ноги, так скажем, будет оказывать более силовое воздействие на мышцы ног. Мах аэробный можно делать достаточно долго. Мой рекорд, сколько я, 20 минут махал шестнашкой, перебрасывая ее из руки в руку, без перерыва, но практически сделал хорошую пробежку. Есть у маха гири два момента. Первое, это спина всегда прямая, немножко прогнутая. То есть вот как будто мы делаем становую тягу там в зале, не знаю, всегда вот что-то мы делаем спиной, что-то поднимаем, она всегда у нас находится вот в такой позиции. Вот, то же самое во время маха. То есть единственный момент, в самой нижней точке можно ее распрямить. То есть вот ушла она, гиря, сюда, потому что здесь нагрузки на спину уже нет, у вас гиря в воздухе находится. Вот здесь она может распрямляться, там немножко даже там горбится у кого-то. Вот, но когда у вас идет нагрузка на спину, спина всегда прямая и с небольшим прогибом. То есть вот вы выталкиваете, бам, спина сразу приходит вот в такое положение. В тот момент, когда есть нагрузка на нее. И второй момент – это хват гири. Не нужно хвататься за гирю так, как будто она родная, и вы никому ее никогда не отдадите. То есть вот такого хвата крепкого быть не должно. Просто держим гирю на пальчиках, вот так. Вот. Накидываем большой палец на средний или на указательный для замка. И вот так вот она у вас висит. Никуда она не денется. Сила хвата, сила пальцев хватит для того, чтобы ее удерживать. И вот мы взяли ее спокойно и машем. Упражнение номер 2 в нашем списке – это взятие гири на грудь. Оно завязано уже на махе, поэтому сначала мы учим мах, потом учимся брать гирю на грудь. Соответственно, берем гирю с пола, делаем мах, и вот она приходит к нам. Как удерживать гирю на корпусе, на груди? Вот таким образом она должна лежать у вас в руке по диагонали. То есть вот так вот мы ее не держим. У вас будет оттопыриваться кисть, заламываться, будет нагрузка на сустав неприятная, вообще можно травму заработать. Вот так она должна приходить к вам. Ладонь смотрит вверх, то есть если я выпрямлю пальцы, пальцы будут смотреть строго в небо. Гиря дужкой лежит по диагонали на ладони. Можно ее прихватить пальцем немножко. Вот так. Я зачастую вообще просто заправляю пальцы за дужку, и мне этого достаточно, и держу вот этим крюком большого пальца. Все. Таким образом гиря плотно лежит в руке, она никуда не соскочит никогда, и она не заламывает вам кисть. Как сделать просов руки в гирю во время взятия, так, чтобы она не отбила вам предплечье? Потому что если вы будете просто бухать гирю на руку, она будет бить вот сюда, в это место на предплечье, здесь будет в конце концов шишка, мышца распухнет, это неприятно. Нужно руку просунуть. Вот мы сделали размах и просовываем ладонь в дужку. Как бы вот так, хоп, ловим ее. Хоп, вот она у меня прилетела на кисть. То есть сначала маховое движение, потом немножко вверх вставляем руку, как подарочек, просовываем в дужку. И самое главное, что при этом она сразу в правильное положение встает. Вот видите, по диагонали на ладони лежит гиря, пальцы смотрят вверх, если их распрямить. Теперь мы научились брать гирю на грудь и переходим к следующему упражнению. Номер 3. Толчок гири. Гиря у нас уже на груди. Мы упираем локоть в подвздошную кость или чуть выше в ребра и производим толчок за счет ног. Подсели, вытолкнули и снова подсели. Как толкаем еще раз? Заряжаем ноги, подсели, вот таким образом. И из этого положения как бы подбиваем гирю тазом. То есть не просто выпрямляемся, а подбиваем немножко тазом. Вот таким движением. Вот неприличное движение немножко, но очень действенное. Хоп. Будет сложно делать второй подсет сразу. Поэтому сначала можно освоить швунг. Это половина толчка. То есть зарядились и дожали рукой.
как будто добавили к первому подседу просто жим. Кстати, швунг может помочь проработать квадрицепсы, тем самым подготовив ноги к качественному выполнению толчка гири. Упражнение номер 4 – это рывок гири. Давайте посмотрим, как выполнять и чем оно отличается от толчка. Начинаем мы рывок гири с обычной маховой техники, то есть делаем замах, как уже научились, и продолжаем его для того, чтобы гирю поднять на самый верх. Чтобы это сделать, можно немножко подбить гирю, уйти от нее назад, наклонившись вот таким образом. А в верхней точке сделать просов. То есть не забрасывать ее вот так, она шарахнет вам по руке, если вы будете вот это вот исполнять, а сделать именно просов руки вот таким образом. То есть вот. Гиря в этот момент находится в полете, в воздухе. У нас есть время для того, чтобы сориентироваться и просунуть руку в дужку. В этот момент гиря вверх летит, поэтому у нас есть такая возможность. Пара слов о дыхании. Начнем с махов. Здесь все просто. Делаем выдох в нижней точке, когда гиря у нас ушла максимально глубоко назад, и делаем выдох в верхней точке. Между ними делаем 2 вдоха. Здесь все очень просто. Дыхание в толчке гири покажу, наверное, громко, потому что рассказывать очень сложно, там очень много вдохов и выдохов. Когда гиря лежит у нас на подвздошной кости или на груди, мы проваливаемся вниз и делаем выдох. И в нижней точке быстро делаем вдох. После чего на выдохе выбрасываем гирю. Вот таким образом. И если полный цикл посмотреть, получается... Стараюсь максимально громко показывать. На самом деле, во время толчка так громко дышать не надо. Дышим спокойно. Но просто, чтобы было слышно сейчас, потому что объяснить будет сложно. Если начну объяснять, где вдох, где выдох, возникнет путаница. Поэтому показываю. Что касается рывка, здесь стараемся подышать 3 раза за цикл одного движения. Соответственно, вот средний выдох должен быть мощным, когда вы подрываете гирю. Здесь мощно выдыхаем. Наверху нужно отдышаться. Там выдох плавный, но достаточно сильный, потому что грудная клетка раскрыта в этот момент. Вот мы стоим, здесь можно выдохнуть. И мягко дышим внизу, отдыхаем. Вот таким образом, на 3 дыхания, тогда у вас нормально будет работать организм, не будет возникать одышки. Самое главное, сильный выдох только в середине. Остальные 2 вдоха-выдоха делаем мягко. Сейчас мы посмотрим с вами пример базовой тренировки, которая позволит вам освоить вот эти 4 упражнения. Составлять сложные комплексы, которые, конечно, в гиревом фитнесе важнее всего, и они нужны для того, чтобы ваше тело развивалось гармонично, развивались все необходимые мышцы, у нас их очень много. Об этом мы поговорим в следующем видео, будет 2-я часть. Потому что сейчас наша задача освоить первые, самые важные 4 базовых упражнения. Итак, простой комплекс, к которому нужно прийти. Начинаем его обязательно с махов. Можем начать размахивать 2 руками. Делаем по 4-5 махов. И перебрасываем гирьку в одну руку. Правой рукой делаем
5 махов, там 4-5. Далее переброс в левую. Снова в правую и пробуем брать на грудь. Тоже 4-5 раз. Бросили в левую. То же самое выполняем. Снова в правую. Берем на грудь, толкаем. Меняем руки. И заканчиваем комплекс рывками по 4 штучки. Вот такой комплекс. Повторяем 3-4 подхода, отдыхаем между подходами до восстановления 2-3 минуты. То есть отдышались, пришли в себя, пошли делать следующий подход. Этот комплекс впоследствии вы сможете использовать в качестве разминки перед более сложными комплексами гиревого фитнеса. Но и в перспективе я покажу более сложные разминки. Для этого нужно освоить базу. Вы посмотрели комплекс гиревого фитнеса для начинающих. С чего начать и чему нужно научиться для того, чтобы влиться в гиревой фитнес. Если видео оказалось вам полезным, а я надеюсь, что это так, обязательно сделайте репост, приглашайте к занятиям ваших бабушек, дедушек, мам, пап, родственников. Давайте расширять гиревое сообщество вместе. Гиря — это наш национальный снаряд, и мы должны отдать ему должное. Жду ваших лайков, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Всем пока! Как сделать... Так, дурацкое слово. Вообще хорошо было, да, вот так. Ё-моё, и ветер. Тут только нажимаешь рек, и ветер начинает дуть. Дурацкий. Что это сейчас было? Давай еще раз. Давай. Пару слов о дыхании. Давай.